Всем привет! Надеюсь, вы успели соскучиться. Сегодня в этом влоге вас ждут покупки для новорожденного. Мы заглянем в очень милую памперсную, а также заберем свидетельство о рождении и заглянем отдать документы на ДНИ. Ну и, конечно, не обойдется без парочки милых кофеин. Вставать пришлось рано, поэтому мы решили взять кофе с собой в местечке, в которое мы очень часто заглядываем. Что ж, мы сейчас заберем свидетельство о рождении. Оно забирается вот здесь. Вот тут вот сбоку от главного входа в Лос-Аркос. А малышка пока спит. Я уже видела, как выглядит свидетельство. Оно такое сиренево-розовое, очень симпатичное. Вот сейчас нам его должны отдать. Там есть отпечаток ножки, наши пальчики. Вот. В общем, сейчас надеюсь, что получим. А нет, оказывается, тот документ остается у них, а нам вот дали вот такую вот штучку. Выглядит вот так. После этого у нас был плановый поход к педиатру. Мы решили совместить как раз забор свидетельства о рождении и поход, собственно. Вот мне как раз одевают браслетик мне и малышке, потому что в Лос-Аркосе с этим строго. Вот все как бы четко, чтобы твоего малыша никто не увел. Охранник Лос-Аркоса всегда так аккуратно одевает браслетик, боится что-то не так сделать. Вот за этим всегда очень забавно наблюдать. Ну и как вы видите, булочка весьма бодрая сегодня. Надеюсь, что меня сегодня порадуют, мы взвесимся и скажут, что она наконец-то набрала еще хотя бы немножко по весу. Еще интересно, что у нас с билирубином. Вот такой вот поход в Лос-Аркос к педиатру стоит 3000 песо. На улице очень хорошо, по-летнему жарко, и мне нравится, что Буэнос-Айрес такой достаточно зеленый город. Но булочку от солнца стараюсь защищать, поэтому накрываю как раз коляску пеленкой и привязываю к ручкам коляски, собственно, чтобы немножко циркулировал воздух, потому что я знаю, насколько это важно. Ну а мы еще не все дела сделали на сегодня. У нас еще есть план на памперсную. Мы уже в ней были и решили заглянуть еще разочек, потому что некоторые вещи нам нужно докупить. Эта памперсная достаточно популярная. Здесь можно на раз-два встретить еще русских. Вот, поэтому рекомендую, если вдруг вы в нее заглядываете, обязательно брать талончик, потому что она может набежать очередь и придется подождать. В плане ассортимента здесь есть все, что душе угодно, и соски совершенно разных видов, и бутылочки, и всякие штуки для прикорма, и пеленки, и всякие игрушки. В общем, все, что только может понадобиться, здесь есть. Пеленки, кстати, муслиновые. Есть, кстати, очень милые книжки-шуршалки, прорезыватели. Есть различные яркие игрушки. Я, кстати, думаю о том, чтобы купить какую-то подвесную игрушку, тоже яркую, чтобы вешать именно в коляску. Еще я взяла себе на заметку, что здесь есть всякие штуки, чтобы обезопасить именно дом, в котором находится ребенок. Поэтому, если потом понадобится, обязательно как раз сюда тоже загляну. Также сушилка для бутылочек и очень милые такие в виде медвежат светильники. Очередные штуки для безопасного дома. И вы не поверите, но здесь есть даже одежда. Она, конечно, не очень качества, вот, весьма посредственного, но если вдруг очень-очень нужно, то можно, конечно, что-то купить. Вот я присмотрела здесь себе ботик, потому что у нас их не очень много, вот, поэтому хотелось что-то еще такое прикупить, чтобы было нашего размера. Но здесь очень-очень много всего, всякие игрушки и очень милые современные какие-то аксессуары, держатели, вот, например, очень тоже прикольные есть. Есть все, что нужно для искусственного вскармливания, и здесь также куча памперсов, пеленок. Ну а мы лично купили все, что хотели, и отправляемся как раз уже в сторону дома. По дороге зайдем, конечно же, выпить кофе, что-нибудь перекусить. А мы идем вот в это кафе, виднеется вывеска как раз, там должно быть достаточно симпатично. Мы решили сесть на веранде, вот как так выглядит она. Стульчики здесь такие, в общем, все зелено. Вот малышка спит. И вот так выглядит само кафе. Муж как раз сейчас заказывает нам всякие вкусняшки. Летом чаще всего хочется сидеть на воздухе, но и с коляской это, конечно же, удобней. А моя лапка лежит рядышком. Кто у нас тут сладко спит? В этом кафе мы впервые, так что будем пробовать. Надеюсь, что будет действительно очень-очень вкусно. Ну и плюс очень хочется кофе. Мы взяли 2 сэндвича, один с ветчиной и сыром, другой со свекольным хумусом и морковью. Ну и я, конечно же, не могла не попробовать здесь медиалунос. Кофе вкусный, сэндвичи тоже отличные, свекольный хумус так я вообще люблю. А медиалунос не очень, я знаю места, где он гораздо вкуснее, вот, но он съедобный. В целом приятное место, чтобы перекусить в такой спокойной обстановке. После кафе мы еще немножко прогулялись по городу, направляясь потихоньку в сторону дома.
Вопрос к мамам. Любите ли вы гулять с коляской? И насколько легко вам даются вообще такие вот прогулки? У меня это один из любимых процессов с булочкой. Ну и наши покупки в памперсной. То, зачем мы, собственно, ходили. Вот такая вот упаковка хаггисов. Взяли попробовать еще Baby Sec. У меня закончились уже вкладыши для груди. Вот я взяла как раз еще 2 упаковки. Потому что без них я вообще уже не могу. Вот. Хаггисы, я так понимаю, что это как раз именно те, которые нам давали в роддоме. Мы взяли просто такую большую упаковку. Вот, потому что они у нас быстро расходуются сейчас. И решили попробовать вот эти. Может быть, они будут лучше. Вот, посмотрим эту фирму еще. В плане одежды у меня сейчас все достаточно на возраст побольше. Вот, поэтому я решила взять еще один ботик. Он вроде поменьше как раз. Должен сейчас как раз быть нормально. Вот, так что, а то на улице очень жарко. Вот, поэтому я думаю, что попробуем с ним как раз еще. В принципе, он... Ну, как бы все, что там было, вот, он еще более-менее, вот, остальное, мне кажется, мне очень нравилось, вот, но, в принципе, он был не такой дорогой, вот, так что я думаю, что не страшно. Кстати говоря, в этот раз все у них как-то было достаточно дорого, все обошлось там где-то в 26 тысяч песо. Хотела еще глянуть, как выглядят вот эти памперсы, что они себя представляют. Вот такие у них рисуночки. Вот, и что у нас внутри? Сейчас перевернем нужной стороной. Такие вот заклепочки. Сама поверхность, кстати говоря, мне кажется, она чуть плотнее как раз, чем у хаггисов. Может быть, оно будет лучше впитывать. Вот. И такие вот бачка. И бачка, мне кажется, тоже как-то выглядят не такими тонкими. Вот, потому что там они прям совсем такие тонкие, поэтому, может быть, протекают. Может быть, эти будут получше. В общем, посмотрим. Вот. Потом вам расскажу, когда уже воспользуемся. Ну, я, в общем, не устояла. Принесла как раз сразу вот эти вот хаггисы, которые у нас протекают как раз, чтобы сравнить. И действительно, ну, вот, по крайней мере, на ощупь, вот эти вот края, они тоньше как раз, вот здесь вот у нас все обычно протекает, тоньше, нежели чем здесь. Мне кажется, должно быть прям вот получше. Вот здесь они поплотнее. И если вот оценивать как раз вот эту вот часть, где впитывать должно, вот она здесь тоже в этих памперсах поплотнее, нежели чем здесь. Здесь она прям такая тонкая, вот, поэтому, может быть, не так хорошо тоже впитывает. В общем, сравним их потом уже в деле. Вот, но пока что мне вот именно на ощупь кажется, что их должно быть получше. Вот так у нас сейчас организован совместный сон. Просто кроватка рядышком. И мы все-таки вернули вот эту вот, назовем это дверкой, в общем, типа, потому что немножко страшно, когда ее совершенно нет, вот как будто малышка может как-то, да, к нам перекатиться. И она сейчас как раз спит ближе к этой дверке, и прям вот хорошо, что как-то ограниченное пространство, она прям калачиком сворачивается там рядышком, вот, и ей очень комфортно. Ну и плюс мне так тоже удобнее ее перекладывать. А так у нас сейчас уже 3-й поход к неонатологу. Наблюдаемся. Вот последний раз билирубин как раз еще опустился ниже. У нас, как бы, естественно, нас не выписали, если бы он был повышен. Вот, но в любом случае мы его наблюдаем. И если сравнивать относительно самого высокого показателя, он как раз у нас уже понижается. Вот, так что это очень хорошо. Вот, в плане веса мы пока что не добрали еще даже до веса, который у нас был при рождении. При рождении у нас было 3 килограмма 68 грамм, если не ошибаюсь, вот. И мы сбросили где-то 200 грамм, после этого мы сбросили еще 60, и только после этого мы набрали 100, и сейчас у нас опять минус 20. Вот. Мне сказали, что это нормально, ничего страшного. Как объяснили, да, то, что сначала она набрала 100 грамм, а потом уже сбросила 20. Но только пришло, получается, молоко, и она как раз... А его было много, вот, поэтому она прям вот объелась, так скажем, да, поэтому набрала 100 грамм. И после этого, типа, то, что она сбросила 20 грамм, это было нормально. Вот, мне объяснили это, по крайней мере, так. Вот, и посоветовали постараться сделать так, чтобы у нас малышка дольше именно ела, но именно, чтобы перерывы между питанием были дольше, вот. Чтобы как раз, типа, она попыталась как-то дольше именно наедаться, вот, потому что я стараюсь ее кормить, но кормить часто. Вот, и она постоянно устает. Вот, она вырубается у меня на груди, типа засыпает. Вот, и я ее потом уже
не беспокойно, ну, либо просто ее сложно уже разбудить, чтобы она еще раз ела. Вот. Поэтому как-то так. В общем, будем стараться как раз попытаюсь сделать так, чтобы она действительно дольше ела все-таки, а не вот как-то, да, последний раз прикладывалась. Не знаю, получится или нет, в общем, посмотрим. Будем пробовать. Вот. Конечно, немножко переживаю, хочется, чтобы она тоже набирала стабильно. Вот. Но, в принципе, я думаю, что не страшно. У нас плюс очень жарко, у нас жарко еще и дома. У нас в комнате, где мы спим, получается 28 градусов. Мы включаем вентилятор, направляя его в стену, но этого, естественно, как бы получается недостаточно. Все равно очень жарко и душно. Вот. Плюс на улице тоже жарко, я думаю, поэтому очевидно, что все равно он немножко вес сбрасывает. В общем, не знаю. Будем пытаться накормить. Но в остальном у нее все очень хорошо. Мне нравятся педиатры, которые находятся в Лос-Анджелесе. Они всегда очень дружелюбные. Очень приятно общаться, спокойно задаешь вопросы, которые тебя интересуют. Вот, в плане впечатлений как бы остаются приятные. Вот, единственное, прием один стоит 3000 песо. Вот, мне кажется, что это, наверное, все-таки дороговато. Вот, мы попробуем обратиться еще к другому педиатру. Вот, там должно быть дешевле. Посмотрим, как раз сравним, как все это будет происходить. Вот. Очень хотелось подснять булочку, пока она маленькая, сделать какие-то симпатичные кадры, потому что пока что добраться до этого я не успевала, вот времени все не хватало. И вот наконец-то вроде как собралась, нарядила ее вот в этот бантик, в такой вот бодик. Там, конечно, великовато, но мне кажется, все равно получилось достаточно мило, симпатично. Вот. Так что я ее немножко так подсняла. Что ж, я буду пробовать новый чаек. У меня здесь манго, папайя и персик. Вот посмотрим с вот этой вот фирмы. Все еще ценю. Ну что ж, новый день, новая кофейня. В этот раз мы решили по дороге заглянуть вот в такую вот достаточно уютную. Называется она Тате. Здесь очень много различных десертов, булочек, альфахоров. Вот, достаточно такой большой выбор. Кофе оказался приятным. Ну и перекусив, мы отправились потихоньку в путь. Погода была отличная, поэтому мы решили прогуляться. Нам нужно было дойти до центра, где, собственно, делают ДНИ. Я немного переживала, как будет вести себя булочка, потому что там нужно будет сделать фотографию и снять отпечатки пальцев. Вот эти вот маленькие ладошки, маленькие пальчики. Удивительно, как их нужно будет, да, там сканировать. В общем, посмотрим. Ну и фотография тоже вызывает определенные сложности, потому что она там на фотографии должна быть с открытыми глазами. Вот, значит, придется ее разбудить. А я не знаю, как она будет в настроении или не очень. В общем, посмотрим. Надеюсь, что все это не займет много времени. Всем привет! Надеюсь, что меня будет слышно. У нас сегодня в планах такой значительный поход. Мы идем подавать документы на ДНИ и паспорт малышки. Вот, так что не знаю, получится показать, как вообще все это будет проходить или нет. Но хотя бы немножко надеюсь, что что-нибудь вставлю. Насколько я понимаю, это будет где-то рассматриваться 20 дней. Вот, и потом уже нам должны будут прислать сам паспорт уже по адресу, где мы находимся. Из каких-то нюансов нас попросили захватить с собой белую пеленку, потому что будем делать ее фотографию. Вот, поэтому обязательно нужно иметь с собой белую пеленку для этого. Малышка пока в отрубе. Флаг Аргентины в солнечную погоду всегда так круто смотрится, что просто не оторваться. Мы добрались, отдали все документы, сняли отпечатки пальцев, сделали фотографию. Чтобы сделать фотографию, нам нужно было расстелить как раз пеленку на стуле, туда же положить, собственно, булочку, ее немножко, да, развеселить как-то, постараться, вот, чтобы она тоже открыла глаза, как-то, да, завладеть ее вниманием. Мне немножко повезло, что она в тот момент, когда мы оказались в центре, она проснулась, вот, но единственное, пока мы разбирались с какими-то бумажками, то она уже начала капризничать, вот, она уже стала расстраиваться, поэтому было немножко сложновато ее успокоить в момент фотографии, вот, но, наверное, где-то минут за 5 мы все-таки справились. Неподалеку мы нашли спешлти кофейню и решили туда заглянуть, чтобы тоже выпить кофе и что-нибудь съесть, потому что уже проголодались. И могу сказать, что это пока что самый вкусный скрэмбл в Буэнос-Айресе, который я ела. Вот он очень нежный, очень вкусно было. Было дороговато, но вот конкретно этот сэндвич того стоил, вот я бы его советовала.
Ну а у нас в этот день еще каких-то особых планов не было, поэтому мы решили спокойно прогуляться по городу в обратном направлении. Вот, собственно, как раз идем по самой широкой улице Буэнос-Айреса. Самое главное в этот день мы сделали. Будем теперь ждать Дны, малышки и ее паспорт. Будет интересно посмотреть, какой получилась в итоге фотография. Надеюсь, что будет прикольно. Дома мы отдыхали, а малышка разглядывала черно-белые карточки. Ей они сейчас уже очень интересны. Вот поэтому мы стараемся ей как можно чаще их ставить. Была рада быть с вами. Всем пока-пока.